Доброе утро, дорогие друзья! Хочу спросить у вас, 56 лет, вы представляете себе, сколько это? Вы знаете, что такое эти 56 лет? 56 лет – это опыт моего шашлыкоедения. 56 лет назад, 1 мая 1965 года, я впервые попробовал шашлык. Таким образом, 56 лет – это опыт моего шашлыкоедения. Но сегодня, за 20 с небольшим минут, я собираюсь рассказать о моем личном 40-летнем опыте приготовления шашлыка. Я расскажу вам все секреты, все то, что мне удалось узнать за это коротенькое время. Вам рассказать, каким был мой первый шашлык? У дяди Люциана, немца по национальности, не седобородого узбека, не мудрого кавказца, а именно немца по национальности, были кролики и был виноградник. Каждую осень он обрезал виноградную лозу и обрезки заботливо складывал. За зиму они как раз просыхали. И весной, аккурат 1 мая, он складывал огромную охапку этого хвороста у себя во дворе, поджигал спичку и вспыхивал огонь. Через 10-15 минут огонь прогорал, и появлялись мелкие, но очень жаркие угольки. Мой отец и дядя Люцик расставляли с двух сторон этого костровища кирпичи, а на кирпичи раскладывали шампуры с замаринованной крольчатиной. Господи боже мой, какой невероятно вкусный дым поднимался от лакомых кусочков замаринованного кролика. Вы знаете, мой первый учитель шашлыка, дядя Люцик, до сих пор жив-здоров и теперь живет в Германии, как раз неподалеку от той фабрики, где мне по моему авторскому проекту сделали мангал. Вам рассказать, какой у меня мангал? Первый шашлык в моей жизни приготовил из кролика друг моего отца, немец по национальности, дядя Люцик. Прямо на земле он разложил кирпичи в 2 ряда, а между ними охапку хвороста из прошлогодней лозы. И развел огонь. А когда остались одни угольки, присел на корточки и начал жарить шашлык. Уже 30 лет я занимаюсь совершенствованием этого блюда, а также конструированием мангалов. Этот мангал изготовлен по моему заказу в Германии. Я потом объясню, почему его конструкция позволяет равномерно распределить тепло. Корыто для угля при необходимости можно снять, чтобы очистить, но сам мангал представляет собой термос. Это в разы увеличивает теплоотдачу. Съемные ножки для удобства. Этот мангал продуман до сантиметра. 90 в длину, 34 в ширину и только 15 в глубину. Полка для угля шире, чем верх. На этот мангал можно поставить стандартные ресторанные гастроемкости. Сейчас я объясню. Берешь глубокую, наливаешь в нее воду, а поверх глубокой ставишь помельче. В эту мелкую можно положить готовый шашлык. Накроешь крышкой, и шашлык очень долго останется горячим. На этом мангале можно готовить и другие блюда. Об этом в другой раз. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Все эти роскошные мангалы, все эти грили – это скорее для удовольствия. Я и сам до 30 лет продолжал готовить на кирпичах.
Уже потом у меня появились какие-то металлические ящики и даже кирпичные построенные мангалы. Приготовить отличный шашлык можно практически в любых условиях. Очень важно правильно выбрать мясо для шашлыка, правильно выдержать его и правильно его замариновать. Я подозреваю, что среди сегодняшних зрителей очень много прогульщиков, которые проспали нашу прошлую передачу, в которой я рассказывал, как следует мариновать шашлык. Но не менее важно правильно выбрать уголь. Ведь не у каждого виноградник, не у каждого есть лоза. Сожженная в мангале охапка дров дает много золы и совсем немного вспыхивающих язычками пламени угольков. Хороший древесный уголь получают в углевыжигательных печах, где из древесины методом пиролиза удаляются практически все органические соединения, которые создают дым и язычки пламени. Чем строить углевыжигательную печь, лучше научиться выбирать уголь. Уголь из посредственной древесины всегда будет легким. Например, уголь в этой миске весит всего 950 граммов, а правильно выжженный уголь из хорошей древесины того же объема весит почти в 2 раза больше. 1 килограмм 850 граммов. Но не носить же теперь с собой по рынку весы. Выключаем музыку. Слушаем, как звенит уголь. Хороший? Очень звонкий, певучий. Вот и весь секрет. Но ведь и розжиг угля тоже предмет споров. Это тоже огромная проблема. Многие продолжают пользоваться жидкостями для розжига. Не надо этого делать. Я вас умоляю, пожалуйста, не делайте так, потому что керосин и есть керосин. После того, как вы сожгли в мангале керосин, этот мангал просто бери и выкидывай. Ничем этот запах не выветрится. Есть кружки для розжига угля. Подставили снизу клочок бумаги, несколько щепок, спичка, заполнили углем. И все разгорается буквально за 5-10 минут. Но сейчас у нас есть несколько минут для того, чтобы провести эксперимент. Так как же именно горит легкий уголь и как же именно горит тяжелый уголь? Вот они, два вида угля, тяжелый и легкий. Здесь сожжем легкий, а здесь сожжем тяжелый. И посмотрим, который из них будет дольше гореть, который из них будет жар давать лучше. Кочерга, удобные щипцы – все это очень важные инструменты для работы с мангалом. Сейчас я разбиваю горящие угольки на кусочки поменьше и раскладываю их особым образом. Видите, уголь у меня горит по периметру, а в середине пустое место. Знаете почему? Потому что сюда будет капать жир, чтобы жир не воспламенился. Жир из курдюка, который я хочу довести до полуготовности. Пусть он постоит над этими слабыми угольками, потомится, прогреется как следует, станет золотистым, хрустящим и очень ароматным. Я хочу пояснить, для чего я сейчас томлю курдюк. Ну, практически все знают, что вкусный шашлык получается, когда кусочек мяса чередуется с кусочком сала. Но говядина, из которой мы сегодня готовим шашлык, готовится очень быстро, а не курдюк. Никакое другое сало, которым можно заменить курдюк, за это время не приготовится. Поэтому курдюк мы готовим заранее. Кстати говоря, ведь и ароматнее намного получится. Посмотрите, капельки жира попадают на раскаленный металл мангала, и кверху поднимается дым. Именно тот дым, который ни с каким другим не спутаешь. Любой, учуяв этот дым, скажет: о, где-то шашлык жарят. Но если бы вы знали, какой запах поднимается от хорошего люля-кебаб. Прежде чем насаживать фарш на шампур, необходимо как следует отбить котлету. Вот теперь, когда ни единой трещинки, нанизываем шампур кверху, мягкие движения рукой,
и фарш сам растекается по шампуру. Знаете, не люблю, когда фарш просто намазан на шампур. Очень тонкий люля-кебаб. Люблю вот такой, толстый, красивый, на меня похожий. Практически все знают, что самый вкусный шашлык получается, когда чередуется кусочек мяса, маленький кусочек сала, кусочек мяса, маленький кусочек сала. Но самый вкусный, самый волшебный кебаб – это люля-кебаб. Ведь там кусочки мяса микроскопические, кусочки курдюка тоже микроскопические. И вдобавок в фарш добавлен лук. Сейчас я вам покажу, как сделать очень хороший фарш для люля-кебаб. До появления в кухонном обиходе мясорубок все народы получали фарш либо при помощи топориков, либо при помощи ножей в виде полумесяца. Чтобы щепки от доски либо от колоды не попадали в фарш, необходимо натереть доску жиром. Да и сам фарш должен быть изрядно жирным, поэтому курдюк нарезаем тонкими ломтиками, выкладываем им практически всю доску. Граммов 300 курдюка либо какого-то другого сала на килограмм мякоти. Кусочки мякоти тоже разворачиваем в виде книжки. Это позволит прилагать меньше усилий при рубке мяса на люля-кебаб. Есть на моей кухне топоры, которыми можно порубить сразу 5-6 килограммов мяса. Ну а для того, чтобы порубить килограмм-полтора, достаточно небольших, почти что сувенирных топориков. Не надо размахивать руками слишком сильно. Работает только кисть руки. Не надо отдергивать топорик от доски слишком резко. Насколько приподнялся после удара, этого и достаточно. Если топорики прогреть в горячей воде, то к ним станет прилипать меньше жира, и рубить мясо будет намного легче. Время от времени переворачиваем фарш. Надо постараться сделать так, чтобы кусочки сала оказались равномерно распределенными среди кусочков мяса. Все намного проще и быстрее, чем кажется. Кроме того, такой фарш не нуждается в тщательном вымешивании и выбивании. Достаточно добавить лук, специи и охладить фарш. Ну полюбуйтесь, какой курдюк. Вот он пускай немного остынет, мы его нарежем на тоненькие ломтики и используем по прямому назначению. 40 лет я готовлю шашлык, и 40 лет это блюдо продолжает меня удивлять. Причем удивляет оно меня не только на Кавказе, не только в путешествии по каким-то восточным странам. Самый вкусный шашлык в своей жизни я поел в Нью-Йорке на 5-й авеню в очень дорогом ресторане. Единственный кусочек мяса, который был подан на тарелке, восхитил меня настолько, что я ухватил официантку за рукав и сказал: не уйду я из вашего ресторана, пока не познакомите меня с шеф-поваром. И меня отвели на кухню и познакомили с шеф-поваром. Я спросил его: ну как же ты готовил этот восхитительный кусочек мяса? Он потянулся рукой куда-то наверх и достал поддон с кусочками замаринованного мяса. Слышите меня? Мясо лежало не в холодильнике. Мясо лежало на холодильнике, наверху, неподалеку от раскаленных плит. Температура там была, наверное, градусов 30. Соответственно, и мясо было нагрето уже примерно до 30 градусов. Я увидел, что мясо обмазано в каком-то густом, липком, красноватого цвета маринаде. Я спросил, что это за маринад, и получил щелчок по моему любознательному носу. Маринад в этом роскошном ресторане, где едят одни только миллионеры, был готовый, из бутылки с японскими иероглифами. Вот так я узнал, что иногда готовый маринад может быть даже лучше самодельного. Пока мясо будет греться, пока будем фарш нанизывать, можно чайник на мангал поставить. Пусть вскипит. Чего уголь даром горит? Пока суть до дела, пока уголь, пока шашлык будет готов, не мешало бы освежиться. Чай Ахмат, Ахмат Ти
English Breakfast, английский завтрак. Это кенийский чай Ассам и чай цейлонский, объединенные в одной пачке для совершенства. Заварю от всей души. Чашечка Ахмад Ти, English Breakfast, и хорошее настроение на весь день. Итак, еще раз. Самый сложный момент сегодняшней программы. Как слепить люля-кебаб. Обязательно смочить руки. Фарш не должен прилипать к рукам. Он должен прилипать к шампуру. На один шампур я сажаю в среднем примерно 120 грамм мяса. Но прежде чем насадить его на шампур, я леплю из этого фарша котлету. Котлета не должна иметь ни одной трещинки. Должна быть абсолютно гладкой. Внутри нее не должно оставаться нисколько воздуха. И теперь нанизываем эту котлету на шампур. И начинаем потихонечку обминать. Котлета сама спускается вниз, к ручке. Видите, красота какая? Все на шампуре. Ничего не провисает. Ни единой трещинки. Но я точно знаю, что непременно у кого-то что-то пойдет не так. Я не знаю. Или фарш будет слишком теплый, или он будет нехорошо вымешан. Одним словом, фарш начнет спадать с шампура. Посмотрите, какая есть у меня для этого идея. Болгарский перец. Почти каждый несет его к мангалу для того, чтобы запечь. А что, если болгарский перец начинить фаршем для люля-кебаб? Вот фарш, вот перец. Итак, получилась котлета с ободком из болгарского перца. Скорее всего, шампуры тупые. Поэтому возьмем остренький нож, протыкаем отверстие с одной стороны, аналогичное с другой стороны. И вот теперь шампур. Раз, и готово. Повторяем наш фокус. Сначала влажными руками берем немного фарша, примерно столько, сколько поместится в болгарский перец. Отбиваем из него котлету и начиняем болгарский перец. Лишний фарш убрать. Как следует отхлопать. Ну и еще раз. Отверстие с одной стороны. Отверстие для шампура с другой стороны. Отлично. Нанизываем. Я уверен, что с ободком из болгарского перца фарш удержится у всех. Но тем не менее, все правила люля-кебаба соблюдаем неуклонно. Непременно влажными руками, чтобы фарш лип куда угодно, только не к рукам. Посмотрите, симпатично? Мне кажется, очень симпатично. А гостям о неудаче с настоящим люля-кебабом можно и не говорить. Можно сказать, будто бы вы сразу вот такими мастерами родились, что догадались вот до такой идеи. Ну, как вам эта картина? Красиво? Мне нравится. Ну, теперь давайте посмотрим, что получилось с углем. Здесь еще что-то тлеет, но жар уже практически никакой. А как же второй, тяжелый уголь? О, вы полюбуйтесь. Ого, да он в самом разгаре. Самое время ставить шашлык. Какие инструменты понадобятся шашлычнику у мангала? В первую очередь кочерга, а во вторую очередь опахало. И опахало необходимо не для того, чтобы мух отгонять. Опахало необходимо не для того, чтобы дым разгонять вокруг мангала. Нет, опахало — это нечто вроде педали акселератора. Посмотрите, я обмахиваю опахалом, пепел слетает, уголек обнажается и начинает полыхать ярким красным цветом. Значит, что получается?
Количество тепла, которое жарит в данный момент шашлык, увеличивается, когда мы обмахиваем опахалом. Перестали махать опахалом, остановились, все, скорость потихоньку падает. Нет тормозов у мангала, но педаль акселератора – это опахало. Ввиду того, что мангал у меня термос, уголь у меня очень сильный, я раскладываю уголь только по периметру. Этого жара будет вполне достаточно, чтобы шашлык равномерно прожарился. Кстати, если у вас другой очень хороший мангал, не термос, а, например, кирпичный, не забудьте его прогреть, прежде чем класть на него рабочий уголь. Разведите на нем огонь, пусть сам кирпич прогреется как следует. А потом небольшое количество угля и поехали. Я начинаю с люля-кебаб. Люля-кебаб требует самый сильный жар. Я сейчас объясню почему. Потому что люля-кебаб держится сейчас за счет липкости жира, который содержится в фарше. Но жир сейчас начнет таять. К этому времени должен успеть схватиться мясной белок. Мясной белок ведет себя точно так же, как яичный белок. Попадает в горячую среду, сворачивается, становится белым и непрозрачным и становится твердым. Так вот, сейчас нам очень важно добиться, чтобы схватился мясной белок в люля-кебабе. Шашлык из говядины. Вы помните секреты американского шефа, который держал мясо на холодильнике, там, где горячо? У меня самое горячее место сейчас вот здесь, возле мангала. Шашлык слегка прогреется, как раз до тех 25-30 градусов. Именно эта стартовая температура просто идеальна для приготовления шашлыка из говядины. Вот была теория, а сейчас начинается практика. Именно сейчас нужен максимальный жар. И я машу опахалом для того, чтобы люля-кебаб как можно скорее побелел. А ну-ка, посмотрим. О, так уже не побелел, уже и зарумяниться успел. Переворачиваем, не зеваем. С правой стороны мангала лежал мощный уголь. Мангал здесь сам по себе нагрелся очень сильно. Поэтому правая сторона у меня прожарилась быстрее. А левая, ну ничего, догоняет и левая. То, что вы сейчас смотрите, происходит практически в режиме реального времени. Шашлык на хорошем мангале готовится очень быстро. Вот люля-кебаб это 8-10 минут. Ну, я не знаю, может быть максимум 12, но не более того. Мой мангал рассчитан на 14-15 шампуров. Но вы обратили внимание, что я не заполняю его полностью? В этом есть некоторый смысл. В любой момент капельки жира, которые попадают вниз в мангал, либо в уголь, могут вспыхнуть. Что делать? Тушить водой? Тушить солью? Может, песком или огнетушителем? Нет, ни в коем случае. Загорелось под шашлыком в одном месте. Ничего страшного. Переложили шампур в другое. В приготовлении шашлыка есть 3 очень важные значения температуры. Первое значение – это исходная температура фарша, либо кусочков мяса. Мы уже поговорили с вами о том, что для кусков мяса, особенно для такого нежного мяса, как говядина, очень важна высокая исходная температура. С люля-кебаб все наоборот. Люля-кебаб должен быть холодный, иначе он потечет. Иначе он просто-напросто протечет сквозь шампур и упадет в уголь. Если у вас есть собаки, они будут рады, они будут довольны. А вот гости будут довольны не очень. Но тем не менее, мы же уже нашли с вами одно замечательное решение. Вот оно, болгарский перец, наш спаситель. Возвращаясь к температуре. Вторая точка – это температура внутри кусочков мяса, либо фарша. Температура оптимальной готовности говядины внутри кусочка мяса 52 градуса. Это правило работает что для стейка, что для шашлыка. Вот изделие из фарша следует прогреть до 72 градусов. Как определить температуру внутри шашлыка даже без градусников, я вам сейчас расскажу. Но пока хочу заметить, что температура 72 градуса – это когда шашлык внутри полностью серый. Но где-то вот между розовым и серым. Но это еще очень сочный шашлык, очень сочный люля-кебаб. Итак, о температуре внутри куска мяса. Вот сейчас мясо сырое. И такое мягкое, каким оно является сейчас, оно больше не будет никогда. Чем выше температура внутри кусочка, тем тверже, тем более упругим становится мясо. Раскладывая шампуры по мангалу, не кладите их слишком плотно.
Понимаете, вот этот жар, который исходит от углей, не горячий воздух, а именно жар, инфракрасные лучи, которые испускает уголь, они должны окутывать шампур со всех сторон. И снизу, и с боков тоже. Если мы сложим вот так, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому оставляем некоторое пространство между шампурами. Это важно. И очень важно вовремя переворачивать. Прислушивайтесь. Котлета зашкварчала. Ага, значит, люля-кебаб пора переворачивать. Что означает это шкварчание вообще? Соки, жир внутри куска мяса вскипают. Вскипают и сквозь поры выступают наружу. Пузырек наружу вышел и лопнул. Вот сумма этих звуков и есть шипение. Сумма этих звуков и есть шкварчание. Но раз сок пошел наружу, значит, шампур берем, переворачиваем на другую сторону. Куда деваться соку? Он пойдет обратно, в мясо, в люля-кебаб или в кусочек говядины. А, курдюк появился на мангале. Сразу дымок пошел. Курдюк капает, капельки жира сгорают на мангале без пламени. Потому что температура у моего мангала правильная. Металл между двумя рядами угля нагрет примерно до 350, максимум 400 градусов. При этой температуре жир еще не воспламеняется. Он обязательно воспламенится, если температура будет 450-500 градусов. А хороший уголь горит при температуре 700-750 градусов. Поэтому, даже если вы решите заполнять мангал углем полностью, оставьте небольшой, свободный от угля промежуток посередине мангала. Кусочки жира нанизывайте на шампур так, чтобы они стояли над свободной от угля зоной. Капельки будут капать в мангал, а пламя не вспыхнет. Итак, испытываем метод моего американского коллеги. Я весь шашлык мазать маринадом не буду. Смажу только пару палочек, чтобы потом попробовать и оценить. Один хороший итальянский повар сказал мне: Сталик, всегда пробуй прежде чем что-то использовать. Попробовал маринад. Отличная фруктовая кислинка. Если кому-то нравится такое, то почему бы не смазать? Шашлык уже почти что готов. Я теперь хочу показать вам, каким он стал. Посмотрите, я трогаю пальцем, и мясо внутри уже довольно упругое. Это практически полная готовность. Я бы подавал прям вот так. Но если кому-то покажется, что розовый шашлык это не совсем то, что он хочет, ничего страшного. Можно подержать на мангале еще немного. Пусть еще пожарится. Пусть будет несколько плотнее. Он все равно будет мягким. И мясо у нас выбрано правильно. И маринад был очень хороший. И пожарено правильно. Очень быстро. Чем дольше мы жарим шашлык, тем суше он получается. Как подавать шашлык? Все знают, как подавать шашлык. Надо непременно подавать его с хорошим настроением. А еще со свеженькими огурчиками, запеченными перчиками. Давай, снимай, пока горячий. С мангала и прямо на стол. Шампура и прямо в рот. Все готово. Вы посмотрите, какой сегодня у нас получился шашлык. А почему? Да потому что сегодня я поделился с вами всем своим 40-летним опытом приготовления этого очень простого, но, безусловно, великого блюда. Хотите заглянуть внутрь? Каким шашлык получился внутри? Как пропеклось мясо? Насколько сочным получился люля-кебаб? На ощупь я чувствую, что готово то, как называют в стейках медиум. И точно, посмотрите, идеальный, розовенький внутри, спелый снаружи. Ну а как люля-кебаб? И люля-кебаб сейчас, одну секундочку, проверим. А ну-ка, разрежем, заглянем, посмотрим, есть ли сок. Ого, реки сока, буквально реки сока. Изделие из фарша готовим до полной готовности. А изделие из кусочков мяса я советую готовить вот так. И сейчас хочу обратиться к тем, кто со мной
Не согласен. Я был таким, как вы. Но вам еще предстоит стать таким, как я. Один раз зажмурьте глаза и проверьте меня. Убедитесь, что такой шашлык сочнее, что такой шашлык вкуснее, такой шашлык, в конце концов, мягче. Но у меня есть один очень ценный совет для тех, кто любит кетчуп. Кетчуп шашлычный. Махеев. Номер 1 среди российских семей. Ну что, дорогие друзья, весна пришла и в подмосковный лес. Открыт шашлычный сезон. У меня настроение отличное. Теперь у меня есть возможность готовить на живом огне, на дровах. Я стали ханкиши, буду показывать вам все самое вкусное. И чебуреки, и плов, и массу других замечательных блюд, которые украсят это лето. Вы посмотрите, что вас ждет в одной из ближайших программ. Посмотрите сюда. Маринованные, наполненные соком помидорчики. Какое отношение такие помидоры имеют к чебурекам? Если хотите это узнать, приходите в мои социальные сети. Я сегодня же выложу список продуктов, которые вам понадобятся к нашей следующей программе. Но сейчас, дорогие друзья, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения на майские праздники и, конечно же, приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине.
книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.